Всем огромный привет! Продолжаем плести сумку на пластиковой конве бумажными трубочками на канале у хуторянки Татьяны. Ну что, хочу сказать, опыт удается. И первый опыт удается. В общем, уже я отметила размеры моей сумочки. Вот таким образом она будет. Тут у меня получается 5 вот таких парных полос. И вот такие вставочки будут по бокам. Вставочки я заплету таким же рисунком. Вот так елочкой вверх. Это вот я их отмерила. То есть я вот здесь высоту посчитала по клеточкам. Потом ширину. У меня вот будет на 1,5 полосочки ширина будет. Вот таким образом. Ну и соответственно здесь, чтобы это все было синхронно. Вот я отбила, где у меня заканчивается вот это само основание. И вот это будет крышка. Это так вот приблизительно, да? Я отбила серединку. Так удачно совпало, что у меня 39 клеточек. И я отбила ровно половину на 20-й клеточке. Для того, чтобы у меня потом прилепилась застежка ровно и красиво. В общем, застежку я магнит решила не ставить. А купила вот такую за 100 рублей. В общем, вот такая застежка у меня тут будет. Как портфельчик, да? Ну, она заодно будет служить и украшением. Что-то я так подумала. Так, теперь вот, значит, на крышке я решила изменить немножко рисунок. Значит, что я предлагаю? А то начали писать, что тут как паркет выглядит. Ну, ничего. В общем, что я предлагаю? А предлагаю я вот что. Сделать другой рисунок. Вот моя серединка. Чего я сейчас сделаю? Это вот я ее просто наметила. Где она у меня будет. И я сейчас сделаю. Девочки, мальчики, я вас прошу. Вот сейчас не надо смотреть на мой маникюр. Все, руки пошли прахом, потому как пошел огород. Ровно посередине я ставила трубочку. Теперь, значит, 1, 2 в 3 клеточку я просовываю. Плету почти сухими трубочками. Очень удобно вот по пластиковой конве плести почти сухими трубочками. Намного лучше, чем я начинала влажными. Так, теперь я на одну раньше продеваю рядом. Вот так. И тут уже она пойдет на одну выше, на одну выше. В общем, вот таким образом. Уже я приловчилась, уже мне не трудно. Первое, конечно, да. Совсем непонятно, как это все происходит, но уже я поняла. Да, кто еще не знает про мой второй канал, ссылочка есть в описании, переходите. Там хуторянка совершенно другая, со всеми ее преимуществами и недостатками. Поэтому переходите, подписывайтесь, не стесняйтесь. Мне очень нужны там подписчики, честное слово. Видите, что творится? Вот я что творю. Потом, видимо, я все-таки ее подкрашу. Вот у меня еще к вам такой вопрос.
Вот как вы думаете, сама сумка будет черная? Все вот эти шарабушки, заклепочки, цепочки, застежечки будут белые у меня под серебро, да? Которые я купила на сайте Леко вместе с конвой. Вот что вы думаете, как мне соединить вот эти вот все детали потом между собой? Потому что по краю я их буду соединять. И будет делать вот здесь на крышке обмотка по краю. Вот что вы думаете, как вы думаете, мне трубочками соединить черными? Или купить капроновый шнур под серебро вот сделанный? Вот скажите мне, как будет лучше? Мне кажется, что шнур будет и красивее, и практичнее. И легче им будет соединять. Так, теперь я сейчас пойду в другую сторону. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете. Так, теперь я вот здесь пойду. Вот так я раз, там клею. И пойду теперь в другую сторону. Вот мне все-таки кажется, что надо сделать светлую обмотку, обделку, вот эту всю, чтобы это играла на контрасте. Мне кажется, она будет лучше. Но вот вы как считаете? Я очень полагаюсь на ваше мнение. Все, и пойду я вот так вот в другую сторону. И теперь я буду идти вот таким образом вот до моего основания. Тут, конечно, я еще не доплела, но вот эти ряды, они еще доплетутся. И вот это вот я буду идти вот такими птичками. Заполнять все оставшееся пространство вот таким вот методом. Ну, вот смотрите уже, какая красота получается, правда? Вот здесь вот видите, как это вот будет закрываться вот так. Тут, кстати, тоже неплохо гнется. Так что я была не права по поводу того, что рисунок обязательно должен быть таким. Все гнется отлично. Ой, прям не сумка будет, а загляденье. Как вам? Ну, давайте будем делать сумку сообща. Говорите, чем будем обрабатывать края? Трубочками соединять, обрабатывать или шнуром? Вот как скажете, так и будет. Будем делать вместе. Все-таки это первое. Давайте будем делать вместе. Носить я ее буду сама. Такая тут застежка будет. Ну, собирать мы ее будем в следующем видео. Я ее, наверное, все-таки подкрашу. Той же краской. Раствор у меня остался. Возьму губку и просто вот так помакаю немножко. Но это, конечно, я еще посмотрю. Попробую. Здесь вот будут бока. Ой, да красота будет, господи. Так, единственное. Вот здесь я оставляю с краю клеточку пока пустую. Потому что если я сюда ее заведу, она закроет мне вот все эти. Вот тут, если вот видите, у меня остается пространство, и здесь я могу либо шнур воткнуть, либо трубочку, но здесь нет. Значит, я оставляю клеточку именно вот здесь по бокам пустую одну. А здесь вот она ходит, и все равно расстояние остается, поэтому здесь будет не страшно. И вот я буду заполнять, вот видите как, просто заполняю края, не края, а пространство. То есть здесь вот получилось как, здесь вот то же самое, тут тоже, просто заполню края.
Господи, да что меня на края-то тянет? Пространство, края. Все, всем до следующего видео. В следующем видео мы уже будем ее собирать со всеми причиндалами и любоваться на красоту. Всем пока. Да, не забудьте обязательно подписаться, если вы еще не подписаны.